Лондон is the capital of Great Britain. А еще это яркий мегаполис, в котором каждый сантиметр пропитан историей, а цены на недвижимость ввергают в шок, улицы которого выглядят как ожившая картинка. Город, который доказывает, что британская кухня существует, несмотря ни на что. Если у вас будет возможность побывать в Лондоне в воскресный день, то его нужно начинать здесь, с Columbia Road Flower Market, в месте, в котором вы можете найти самые красивые цветы, в месте, в котором вы можете выпить самый вкусный кофе и съесть самую вкусную выпечку. Здесь настолько невероятный аромат цветов, что прямо хочется купить что-то. Хотя я понимаю, что это будет бессмысленная покупка, мы живем в гостинице, но здесь такие классные продавцы зазывают тебя, машут этими просто великолепными, шикарными букетами по очень приемлемой цене, и ты прям хочешь потратить деньги на этот замечательный букет. Возможно, я это и сделаю. Прогуливаясь по цветочному рынку сегодня, наполненному людьми со всего города, скупающими огромные букеты, тяжело представить, что это место не всегда пользовалось таким успехом. В 1830-х годах эта территория представляла собой довольно жалкое зрелище. Немногочисленные строения были малопригодны для проживания или торговли. Площадь всегда была затоплена от избыточных городских отходов и сточных вод. А во время дождей и вовсе уровень воды поднимался настолько, что частично затоплял ветхие сооружения. Все это привело к тому, что место превратилось в трущобы. Именно по этой причине одна из самых богатых женщин в Англии, баронесса Анджела Бердет Кутс, в 1869 году купила землю и основала крытый продовольственный рынок. Идея заключалась в том, чтобы обеспечить рабочие места, а также жителей Ист-Энда доступной едой. Это был чрезвычайно амбициозный проект, который не смог оправдать ожидания, и в 1886 году был закрыт. Время шло, менялась жизнь, и к 1927 году рынок стал носить свое нынешнее название – Columbia Road Flower Market. И спустя более 150 лет то, о чем даже не мечтала баронесса, воплотилось в реальность. Балансируя стаканчиком кофе в одной руке и шикарными букетами в другой, люди приятно проводят время. Слушают уличных музыкантов, обедают с друзьями, правда, если смогут выбить столик в заполненных кафе. Забегают в антикварные лавки за идеальной фарфоровой чашечкой для чаепития и, конечно, делают перерыв на крим-ти. Крим-ти в Англии безумно популярен настолько, что его даже можно взять с собой. У меня здесь коробка, в которой у меня спрятаны два великолепных скона. Вот такой великолепный набор. И у меня здесь крем и джем. Ну, очень вкусно. Рекомендую попробовать. Я буду продолжать наслаждаться своим крем-ти. Time. Хорошо? А пока уровень пафоса не достиг предела, отправляемся гулять дальше. Знаменитые английские будки. Они сейчас не используются по своему прямому назначению. Несколько раз пытались придумать, что же можно с ними сделать. Пытались запихнуть туда какие-то терминалы банковские, но все равно люди туда не заходят по большей части, потому что основная масса людей использует данные будки как туалет. Здесь очень неприятный запах. После цветочного рынка прям очень серьезный контраст. И, к сожалению, один из главных символов города исчезает. Несколько лет назад в стране насчитывалось около 150 тысяч телефонных будок, а сейчас только около 10 тысяч. Все очень прагматично. Они утеряли свое функциональное значение, и на их содержание и уборку уходит больше ресурсов, чем они реально приносят пользы. Сейчас мы прогуливаемся вдоль канала Regents. О стоимости на жилье в Лондоне уже складывают легенды. И некоторые жители не могут себе его позволить, даже которые родились здесь, в Англии. Но есть отличный способ, можно жить в такой лодке. Но это, наверное, вариант для таких очень суровых людей, которые, в принципе, готовы терпеть некоторые неудобства, несмотря на то, что в этих лодках есть все коммуникации, здесь, в принципе, достаточно нормальной жилплощади, в принципе, такая неплохая однушка, но, тем не менее, жить достаточно сложно. Некоторые прям предпочитают. Мы даже видели надпись на некоторых лодках, что это типа их выбор быть таким одиноким волком. Очень многие лодки действительно выглядят как крутое жилье, с идеальным ремонтом и солнечными батареями. Но, к сожалению, не все. В некоторых крайне заброшенное состояние.
а многие выставлены на продажу. Считается, что водители кэбов просто купаются в деньгах, потому что такси в Лондоне достаточно дорогостоящее. Но вот мы сейчас гуляем по не очень, если честно, крутому району и нашли улицу, где припарковано огромное количество кэбов. Здесь около 20, и понятно, что их владельцы живут в этом районе. Поэтому уже немножко ставишь под сомнение тот факт, что такси – это очень прибыльный бизнес. Но тем не менее, таксисты в Лондоне – это особая гильдия, в которую попасть непросто. Чтобы стать водителем черного кэба, нужно выучить расположение всех улиц Лондона, а их почти 25 тысяч, и подтвердить свои знания сдачей 21 экзамена. Испытание обычно оказывается под силу лишь трети желающих. Сейчас в Лондоне насчитывается около 21 тысячи черных кэбов. Прокатиться в легендарном такси – мечта каждого туриста. Ведь так приятно, сидя в респектабельном салоне, представлять себя английским джентльменом или настоящей леди. Мы сейчас гуляем по району Бентал Грин и на карте увидели, что здесь находится музей вагины. Я честно скажу, это не было нашей запланированной точкой посещения, но пройти мимо как-то не хочется, потому что очень интересно посмотреть, какие экспонаты могут быть представлены в этом музее. Ну что хочу сказать, место интересное, местами интригующее, в большинстве случаев шокирующее. И я очень надеюсь, что экспонаты, которые представлены на этой стене, измазаны маркерами, а не чем-то другим. Я, если честно, с нескольким страхом предполагаю, что будут представлены в магазине при музее. То есть какие сувениры можно привезти отсюда. Посмотрим. В сувенирном отделе брошки, записные книжки и свечи, которые могут ввергнуть в шок почти любого человека, родившегося в Советском Союзе. Честно скажу, место вызывает неоднозначные эмоции. С одной стороны, хорошо посещать такие места, потому что, в принципе, там в основном показаны какие-то энциклопедические познания, которые, допустим, будут интересны для девчонок, но очень странно, потому что там достаточно много мужиков бродят по комнатам, и есть отдельные стенды, я их не стала снимать, которые достаточно сильно натурально представляют всю женскую красоту. Не могу ответить точно по поводу своих эмоций, стоит такие места открывать или нет, честно. Не люблю сравнивать города или места, но мы сейчас гуляем по району, который очень напоминает Амстердам или Роттердам. Классно, что такие места есть в Лондоне. Проходим мимо сейчас риэлторской конторы, и на витрине у них представлены несколько вариантов по квартирам, которые они продают. Интересно, что мы гуляли мимо этого дома, в котором они продают комнату за 375 тысяч. Я скажу честно, там райончик не очень, много людей сидят, пьют пиво, очень много мусора и так далее. В шоке от стоимости. И, например, тоже 750 тысяч стоит квартира. Тоже проходила бы мимо, сказала бы, фу, какая некрасивая. От миллиона уже идет недвижимость поинтереснее. Это мы сейчас как раз в этом районе гуляем. Где-то, наверное, вот здесь это здание. Очень классно, с очень красивым видом. Здесь очень чисто. Но стоимость идет, 1 150 000 фунтов. Да, дороговато покупать недвижимость в Лондоне. Неудивительно, что люди в лодках живут. Далее наш путь лежал в Гринвич. Для этого мы воспользовались новой веткой наземного метро. Для нас было большим удивлением отсутствие турникетов и водителей. Классная обзорная экскурсия обеспечена.
Мы приехали в Гринвич специально для того, чтобы попробовать фиш and чипс. Я понимаю, что звучит немножечко странно, для чего мы отправились именно сюда, но именно в Гринвиче находится знаменитое кафе The Golden Chippy, в котором помимо обычной трески, которую используют в качестве фиш, можно попробовать другие разновидности рыбы. Так что ждем с нетерпением наш заказ. Так, принесли наш заказ. Мы в качестве фишес взяли пикшу. Порции, если честно, немного пугают. Я взяла себе попробовать пирог с почками. И, честно, я не думаю, что мы все это сможем съесть. Так, начнем дегустацию с пирога. Так. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Отрезала, конечно, себе такой большой кусочек. Ну, что могу сказать? Если бы я ела пирог, наверное, зимой, когда сильно промерзла, это было прям будет десяточку. Для летнего, конечно, блюда это слишком. Он такой очень, имеет очень насыщенный вкус. И знаете, на что похоже? На такое хорошее рагу из говядины. И, кстати, здесь вообще не чувствую почек, но любопытный вкус. Если честно, то неловкое чувство, это когда ты не знаешь, с какой стороны подступиться. Так, ну рыба прям рассыпается. Так, ну погнали. Ой. Спасибо. Ну, под пиво все хорошо, но не могу сказать, что это мое любимое блюдо. Ну, здесь вкус рыбы вообще практически не чувствуешь, чувствуешь только эту корочку из масла. Я, если честно, немножечко разочарована в данном блюде. Ну, ничего, буду есть пирог. Ваше здоровье. Что хочу сказать после посещения данного места. Фиш and чипс – это не мое любимое блюдо. Это, знаете, такое блюдо, когда ты очень сильно устал после какого-то тяжелого физического труда, и тебе надо максимально быстро пополнить калории, и для тебя не сильно, наверное, важно, насколько у тебя эта еда вкусная. Но именно как в качестве эксперимента, когда вы приехали в Англию, попробовать, конечно, стоит. Ну, оценить вообще, вам нравится такое или нет. Стоит ли приезжать именно вот в это место для того, чтобы пробовать фиш and чипс, я сказала бы, наверное, нет. Ну, не настолько здесь все вкусно и прикольно. Немножко разочарована местом. К тому же в Гринвиче огромное количество мест, где можно вкусно поесть. Помимо многочисленных кафе и ресторанов, здесь есть отличный рынок, в котором вы точно найдете что-нибудь по вкусу. Еще впечатляет, что в Лондоне виниловые пластинки можно купить не только в легендарных музыкальных магазинах, но и на каждом локальном рынке. Как вы же поняли из ролика про Стамбул, ссылка на который есть в описании, я очень люблю водный транспорт. И, конечно, чтобы вернуться в центр, мы решили воспользоваться именно им. И скажу честно, он нас немного удивил. Скорее всего, он рассчитан на местных жителей, которые устали от красоты Лондона. Иначе мне очень тяжело объяснить, почему окна заклеены мутной пленкой, а внешние сиденья развернуты на стену. Сегодняшний день в очередной раз доказал, насколько это круто путешествовать, смотреть на другую культуру, на другой мир, на другие общественные нормы, в чем-то не соглашаться, в чем-то удивляться, в чем-то разочаровываться, в чем-то завидовать. А мы сейчас заканчиваем свой день на концерте, который проходит на другой стороне, поэтому мы бежим сейчас пересекать Тауэрский мост и слушать музыку. Впереди вас ждут новые видео про Лондон и не только. Так что не забудьте подписаться, поставить лайк и колокольчик, чтобы не пропустить. Продолжение следует. Пока-пока!